Йоу, всем салют. Все мы знаем и безмерно уважаем такого вратаря, как Илья Самсонов. Вы должны его помнить еще по выступлениям за Стальных Лисов и Магнитогорский Металлург. Но что если вам скажу, что с его последней игры за Магнитку прошло уже почти 5 лет. За это время Илья успел поиграть в АХЛ, стать ненадолго преемником великого Брэндона Холби, поиграть в, наверное, лучшей команде Канады, Торонто Мэйпл Лифс, и наконец оказаться в довольно порочащей репутацию ситуации драфт отказов НХЛ. Что произошло с карьерой Ильи, с чем это связано и можно ли это исправить? На все эти вопросы и не только мы ответим в сегодняшнем видео. Присаживайтесь поудобнее, вы на канале Где моя клюшка, чувак. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, а мы начинаем. Начнем мы, как всегда, с краткой биографии. Илья родился в Магнитогорске, а там же и закончил хоккейную школу Металлурга. Родители Самсонова рассказывали, что Илья с самого детства хотел заниматься хоккеем и играть именно на позиции вратаря. Хотелось быть в центре внимания, а роль в рамке ворот могла обеспечить этим в полной мере. Уже в сезоне 14-15 Илье удалось дебютировать за Стальных Лисов, проведя 18 матчей, отражая почти 92% бросков. И за главную команду Магнитогорска – Металлург. Тот дебют полноценным не назовешь. Металлург тогда проиграл 1-4 в Новосибирске, а Самсонов заменил Печурского на 38-й минуте при счете 2-0 в пользу Сибири. Затем юный голкипер Магнитки переодевался еще на несколько игр, но был номинально запасным. С сезона 15-16 ситуация на последнем рубеже Металлурга изменилась. Илья Самсонов стал дублером основного вратаря клуба Василия Кошечкина. Свой полноценный матч в КХЛ Илья провел 20 сентября 2015 года. Магнитогорцы принимали одноклубников из Новокузнецка. Самсонов сыграл уверенно, отразив 23 броска из 25, а хозяева тогда выиграли 5-2. Следующие два сезона для Самсонова проходили примерно в таком же ключе. Играл он процентов 40 всех матчей команды. Хоть и стата у Ильи во всех трех сезонах была отличная, это 92,5% сейвов в среднем и 1,95 шайбы за игру. Статистика на вашем экране. Несмотря на это, в остальное время в рамке ворот безальтернативно появлялся Василий Кошечкин. Отъезд в Америку, конечно, назревал, тем более Илью еще в 2015 году под 22 номером на драфте новичков выбрал Вашингтон. Илья стал 12-м игроком в истории магнитогорского хоккея, который был задрафтован клубом НХЛ. По номеру драфта он уступал вообще лишь Евгению Малкину, самому именитому воспитаннику Магнитки. Опередил Самсонов и других вратарей Металлурга: Игоря Бабкова, который был выбран 76-м, Александра Печурского под 150 номером и Антона Худобина 207-й. Вообще для вратарей это очень высокий пик. Так, чисто для информации, за всю историю под первым номером было выбрано вообще всего 3 вратаря. Это Мишель Плас в 68-м, Рик Ди Пьетро в 2000-м и, конечно же, всем вам точно знакомый Марк-Андре Флери в 2003 году. Многие из лучших вратарей лиги были задрафтованы или с низких позиций, или вообще не были выбраны. Большинство команд сторонятся отдачи своих лучших пиков на вратарей, находя их чаще по средствам обмена, рынка свободных агентов или в поздних пиках драфта. Так что Вашингтон возлагал большие надежды на молодого и несомненно перспективного российского вратаря. За 4 сезона в столичном клубе Илья провел 89 матчей. Учитывая, что в первом сезоне ему не доверили ни минуты, неплохой результат, хотя хотелось бы лучше. Но такое количество игр легко объяснить. Достаточно взглянуть на статистику Самсонова. 90% сейвов и 2,75 шайбы пропущено в среднем за матч. У того же Ванчика, который в последних 2 сезонах выступал бэкапом для Ильи, была статистика практически идентична, поэтому они плюс-минус на равных делили рамку в последних 2, как я уже сказал, сезонах. Но вот наступает лето 2022 года. Вашингтон настолько разочаровался в своих вратарях, что в межсезонье обновил тандем голкиперов. Сначала Capitals обменяли Витека Ванчика в Нью-Джерси на 2 драфт-пика, 37 и 70. После сделки с Devils казалось, что Илья Самсонов наконец выиграл дуэль у чеха и останется в команде. Но столичные пошли дальше и расстались с россиянином бесплатно. Голкипер не получил квалифицированного предложения и вышел на рынок свободных агентов. За 4 сезона, которые Илья провел в системе Caps, вратарь не убедил, что готов к роли стартера и не оправдал возложенных авансов. Вашингтон 2 года жил надеждой, что Ванчик или Самсонов созреют для роли основного вратаря. Причем в россиянина верили больше.
Об этом говорят и прошлый контракт, и многочисленные шансы после плохих матчей. Capitals до последнего верили в габаритного россиянина, на которого потратит 22-й пик на драфте 2015 года. Россиянин мог бы получить соглашение на 1,5 миллиона, но Вашингтон предпочел попрощаться с голкипером, который магнитил неприятные ситуации. Отношение Самсонова к делу в том числе сказалось на репутации клуба. Это и падение с квадроцикла перед плей-офф, посиделки в номере с другими россиянами, после чего четверка попала в ковид-протокол. Околофутбольные истории повлияли на отношения с боссами клуба. Терпение руководства истекло, и Capitals отказались ждать, когда голкипер раскроется. Самсонов недолго оставался без клуба. За 4 года в системе Вашингтона Илья доказал, что подходит для уровня НХЛ. Стагнирующего голкипера подобрал Торонто. Переход в Maple Leafs был отличным шансом перезагрузить карьеру, но, как мы знаем, Илья им, к сожалению, не воспользовался. Первый сезон в стане Торонто был хорошим, и даже нашел статью на англоязычном портале, Илью включили в топ-15 вратарей перед стартом сезона 23-24. Это, возможно, была одна из главных ошибок аналитических для Грега Баллока. Статистика первого и второго сезона Ильи сейчас на вашем экране, просто взгляните на эти цифры. Разница просто бешеная. Что могло так измениться летом 23 года? Проблемы навалились со всех сторон. Первое — это покосившаяся менталка. Чего только стоит неоднократно замена его нового шлема на сезон, так как он оказался, по мнению Ильи, несчастливым. Второе — это травмы. Еще прошлой осенью Илья получил травму плеча, а лечением занялся только этим летом. Также мы все помним его травму шеи в плей-офф 2023 года, что тоже не могло не сказаться на его здоровье и уверенности в себе. Третье — это стиль команды. В конце осени один крупный портал подвел подробную статистику по каждой команде. Торонто оказались на втором месте по допущенным моментам у своих ворот. Хуже них только проводящий ужасный сезон Сан-Хосе Шаркс. Причем тренера в курсе о всех этих проблемах, но это не помешало принять такое радикальное решение в отношении Самсонова. 31 декабря прям под накрытые новогодние столы, которые ломятся от мандаринов и всеразличных вариаций оливье, Россию ошарашили весточкой из НХЛ. Илья Самсонов выставлен на драфт отказов. Я думаю, большинство хоккейных болельщиков не только из России были в шоке. Ведь в прошлом сезоне все шло довольно хорошо, что могло случиться. Кстати, с драфта отказов Илью так никто и не забрал. Чего и следовало ожидать с таким кэп-хитом в 2,4 миллиона долларов, как указано вот на сайте, который вы сейчас видите. Хотя я слышал, что они с Торонто перед началом сезона договорились на 3,5 миллиона долларов. Поэтому остаток сезона Илье суждено провести в АХЛ фарм-клубе Торонто Марлис. Но, как заявляют лица, близкие к структуре клуба, сейчас Самсонов не будет играть за клуб, а сосредоточиться на индивидуальных тренировках и ментальном восстановлении. Вот заявление генерального менеджера Торонто Брэда Трелливинга. Мы знаем, что Илья пережил трудные времена. Я подумал, что нам нужно сделать что-то совершенно иное, чтобы помочь Илье. На самом деле это физическая и психологическая перезагрузка. Мы знаем, что он хороший вратарь, мы пытаемся использовать все возможные ресурсы, чтобы помочь ему вернуться туда, где, как мы знаем, он способен быть. Это был небольшой шок для Самсонова, но это не наказание. Еще есть шанс все исправить, Илье нужно прийти в себя, собраться, и лично я верю в его восстановление. Просто нужно подождать некоторое время. Я считаю, что руководство поступило довольно резко с Самсоновым, но это действительно может принести результат. Через пару недель проверим, возможно, он даже вернется в заявку Торонто. И мы будем верить в лучшее, ведь в свое время Илья считался лучшим вратарем в мире среди всех, кто родился в 1997 году. На этом, кстати, все. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Так вы поддержите мой канал. Я буду знать, что такого контента для вас нужно выпускать все больше, а качество его улучшать с каждым видео. Всем больше хоккея.